С вами Ванити, и это The Stanley Parable Ultra Deluxe. И нас встречает такой вот начальный экран. Тащите ползунок, пока кошка с собакой не подружится. О! И сердечко появляется. Не, ну ладно, ладно. Как это мило. Я забыл, что у нас такие начальные экраны. Тащите ползунок, пока цифра 5 не станет цифрой 9. Чтобы вы понимали, изначально у меня была настройка яркости. Я не показал этого, наверное, но она была. Пока 5 не станет 9, это как? Ого! А где она? А вот она, 9. Тащите ползунок, пока меню не поменяется. Что? Но меню не поменялось. Это тест на сообразительность или что? Какой из двух этих выдуманных слов нравится вам больше? Аккубинка или скрумтуш? Я не знаю, мне оба нравятся. Аккубинка звучит как, не знаю, клубника, наверное. Они мне оба нравятся. Не, я оставлю вот так вот. Не перетаскивайте ползунок. От с чего это? Я хочу перетащить. А вы знаете, сколько сейчас время? Да, я знаю, сколько сейчас время. Вы действительно... Сейчас действительно столько времени? Да, сейчас действительно... Что такое время? А как я отвечу на такой вопрос? Да. Я, наверное, там подписываю какие-то страшные контракты. Вы скрываете от меня какой-то факт про себя? Очень много фактов про себя я скрываю. Помогите! Ну, хорошо. Зайдете ко мне повидаться? Ну, раз приглашаете, я отказываться не буду. И вот оно, The Stanley Parable 2, который не 2 и который 2. Давайте же начнем. Сейчас будет, скорее всего, вступительный экран, который мы сотню тысяч раз уже видели. И я уже знаю, что произойдет. Абсолютно знаю, что произойдет. Но только загрузится экран. И мы, наверное, это пропустим. Итак, это The Stanley Parable 2. Типа. Ах да, точно. Я же могу вот так вот делать. Я испугался чуть-чуть. Что это за звуки? А это... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Угу. Так, если мы возьмем ведро, у нас будет что-то новое. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. Да все, мы знаем. Ведро хорошее, ведро наш друг. Ведро. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was Да, not уже direct правая to the дверь. meeting room, but Stanley had Я felt уже the не bucket помню, в falling какую to дверь нам нужно, telling в him какую that дверь the нам не employee нужно. lounge О, я was хочу simply the туда, place to смотрите, be. какая большая комната.
Тут определенно есть, наверное, какие-то другие загадки и интересные штуки. Had the bucket turned out to be correct? Was it? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Ага, сейчас. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go. Good. Said the bucket. А Now если ride the мы lift all the упадем way с to the этим top. ведром, There's что something up будет? there I need you to do. Stanley did not question, but Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Я знал, что это произойдет, но все же хотел узнать. Давайте, пойдемте. Вот сейчас начнется самое серьезное и самое ответственное прохождение The Stanley Parable Ultra Deluxe вместе с ведром. Off on another thrilling adventure together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. And this was not the correct way to the meeting room. Все правильно, все правильно. Мы идем абсолютно туда, куда нас зовет ведро. Ну, или нет. Я уже все эти пути знаю. Я уже все знаю, куда нам идти. Я уже все знаю, что нам делать. Интересно, а можно... Блин, я бы хотел туда, там, наверное, что-то интересное. Там, правда, ничего не открыто. Где мы еще не были? Мы там были точно. Там еще внизу всякие двери. Вряд ли мы туда сможем попасть, но все равно. О, мы можем сверху, наверное, еще пройти. О, клёво, шарики. Ох, небезопасно это. Какую темную комнату? Нету здесь темных комнат. Точно. Ой, нет. Ах, точно. Idите нафиг. Да я выдерну тебя. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Да бесит! Were you trying to resist the bucket's orders? Да, ведро мне не указ. Я сам указ ведру. And telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Вот именно. It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Let's take a look. What is comedic timing? What is comedic timing? Вот этого я не ожидал. Целый фильм. How can it be used to effectively silence your political Сейчас мы будем шутить очень-очень хорошо. Только посмотрим это. Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds, no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now.
Какой ужас! Ты чему нас учишь? Я думал, тут действительно будет хорошая Good. какая-нибудь... This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. О, нет. Collecting hard data from your А audience просто on how это rapt they совершенно were не то, throughout что the joke нужно, is the only way to когда grow ты or learn as шутишь. a comedian. An effective survey should be no less than 10 Шутки, pages long когда шутят, and should include the same сразу question понимают, reprinted several times. Just to ensure the комедианты, survey taker is когда actually paying смешно, а attention когда and нет. not Если simply filling in зал answers at хохочет, random. если залу And that's all нравится, there это is. хорошая With these шутка. А если strategies at залу your не нравится, disposal, это плохая you'll have шутка. audiences И coming больше over никогда and не after, используй and эту even дурацкую triple over шутку. and after in no time at all. Вот именно Just так и remember to let them появляются stop золотые laughing at some шоу point. всяких You've комедиантов. gut-busting little Они scam. ездят по After городам, all, они what говорят each of us свои needed on the шутки, front они lines of the war уже to fight the заранее 12-legged записаны, они invaders who threatened our показывают very им. existence, and who very И luckily после die in a того, как все hailstorm of bullets шутки and были mandibles, рассказаны, all после of us того, must как be prepared были to give our отобраны lives самые to this лучшие noble из них, cause, just as our появляется и children must do золотое after шоу, us, которое and потом their children after распродается them. и Godspeed, and may Earth reign расхваливается всеми supreme. людьми. А не вот это вот все. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. Немного устарело. По-моему, это are still as relevant видео today as they were back then. столетней давности. I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Нет! Я не хочу. Я хочу здесь остаться. Ты будешь что-нибудь говорить, типа, ну вот, он не идет, ну что же такое-то? Ай, ладно. В смысле? Мы что, поедем обратно? I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. Откуда здесь появилась эта железная решетка? How absurd! What a hilarious concept! The king of comedy. That's what you'll call me. Я даже не могу Thank goodness спрыгнуть we have теперь. the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now? Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The Не bucket делай так, spoke. это звучит Oh, I'll ужасно. figure it out on the fly. No need to overthink things. Могу я как-то забраться здесь? Определенно должен. Или здесь, или где-то ли... Или где-либо еще. Я могу точно забраться здесь. Вот это я уже делал. Как-то вот так вот. Нет? Стул? Лестница? О, нет. Только не говори, что мне придется возвращаться туда. Там что-то закрылось 2 раза? Нас, кстати, не просят сюда уже идти. Неужто мы до самого конца дойдем? Обратно в свой офис. Звучит как будто да. За нами закрываются и закрываются двери. А там что? А ну впусти меня. Там записка какая-то. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Я хочу в это белое окно. И я, по-моему... Сейчас. Хопа! Нет. И цветок, видимо. В какую правую дверь, да? В правую. Здрасте. What? We're back at the phone already? Да. I don't know what's going on. There was supposed to be А снизу several там rooms что-то leading есть. up to this. There was supposed to be a build-up to this point, a dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land, or not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the 2 doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself.
I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional Только не смотри это дурацкое обучающее видео, оно тебя нифига не обучит. Роль комедий. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. What? We're back at the phone already. Да, мы уже у телефона. Да, подожди, что? Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Только не говори, что ты меня опять выкинешь. Here we go. You ready? Я тебя заколебу, я в правую дверь хочу. Тут определенно есть какая-то загадка. Here we go. You ready? Ну ладно, пойдем мы в твою левую дурацкую дверь. Посмотрим на твою дурацкую шутку. Так ты мне не даешь! Ну ладно, давай я в правую пойду. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed. Мне не дают пойти в правую. Так, а где игрушка осталась? Где там между красной и черной дверью. Красной... Чего? Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Мы прошли за Stanley Parable Ultra Deluxe, но похоже, на этом наше видео и закончится. Я не ожидал, что настолько быстро это произойдет, но вот они, субтитры. А значит, это конец, значит, мы все сделали, и мы большие-большие молодцы. Я больше никуда не могу пойти. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Let's see. Let's see. Стэнли, обрати внимание на меня. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, в какие мы двери еще не ходили? Если я зайду вот сюда и сделаю то же самое, я смогу сделать возвращение назад? Я просто не помню. Быстро-быстро просто пролетим. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. О ком же? Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Для кого же?
Your chance to redeem yourself. Интересно, а смогу я вырубить эту вилку? She's been waiting. Я понял. Во. That's her, Stanley. Oh, no, 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 you can't. Могу отключить телефон. А вот. Возможно. Я все могу. Ой, как все тут ужасно и накурено. Фу. Я был здесь, я знаю, что жена меня ждет. Вот не надо. Я все могу испортить. И даже тебя. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Да неужели? Вау! I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. О, нет, только не обучающее видео. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. О, боже мой. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, Мне нравится это обучающее видео. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part of a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in... You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. Офигеть! Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ну, ладно. Мы возвращаемся обратно. По-моему, по тому же маршруту. И, о боже мой, здесь колючая проволока, чтобы мы не выпали. Ну, нет, здесь просто сетка, не колючая проволока. Но все равно мы не выпадем теперь. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Так, мы не можем вернуться обратно. Вау. Как я давно здесь не был, я забыл. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. Да, как бы Стэнли вел и пошел бы в левую дверь. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead. Да, открывай ты уже, все я понял. When Stanley came to a set of 2 open doors,
he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, Что это? hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Циферки? Я хочу посмотреть. Ого! Что это? Так, тут, по-моему, все очень плохо. Открой! Ну вот. Здрасте. Я туда тоже хочу. Чего больше не скажешь? Ну вот, даже выбора мне не дали. Ну... Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that you... My story, you've destroyed my work. А я-то тут при чем? Все само разрушилось, все само стало таким. So special about seeing the game undone, left here like so much garbage. It's worthless now. Дай мне пройти. Просто дай мне пройти. Я могу все сломать. Я могу сюда пройти. Все корректно. Подожди. Я знаю, я где-то могу здесь протиснуться. Я туда хочу. Замолчи. Я могу на этой коробке. Могу. Я хочу туда. Так, я застрял. Нет. I have to. Ты что наделал? Где я? По-моему, мы сейчас будем... I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Со мной, да. Ты будешь здесь навечно. Гнить в этом ужасном офисе. Да. Да. Пусти меня куда-нибудь. Хватит меня осуждать. You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. Да я же зашел в твою дурацкую левую дверь. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so Потом он зашел. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nope. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Ну нет, я хочу туда. Я туда хочу. Стэнли пошел в правую дверь. Открывай. Ну нет, я хочу правую. Бесполезно. Давай я в окошко хотя бы выйду. А что-нибудь еще? Ладно. Пойдем мы в левую дурацкую дверь. По дурацкому сюжету. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ты мне даже не от... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. В смысле? А почему наверх? А почему у меня выбора больше нету? Я же мог, по-моему, вниз. Что здесь в комнате?
Меня теперь вообще никуда не пускают. Как маленького ребенка ведут куда-то непонятно. Я никуда не могу. Привет. А это что? Мне нравится он больше, чем предыдущий. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. Я же ни разу не говорил. Breath, and then spoke the code. Ну? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the Да не receiver. умею right я. there on the wall. Он не говорит, этот Стэнли твой. Ты его не научил. Может, я как-нибудь там прошуршу? You didn't mishear me, did you? Please И это speak издаст the нужные code into the звуки, и мне receiver. дверь Otherwise we откроется. can't get on with the story. This is a crucial step. Открой! Найт Шарк, что-то там один. Okay, fine. You're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you Ох this ты. far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his Let choices. me in, He let knows me what in. it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, Давай then why же. did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Я не умею! When Stanley came to a set of two open doors, he entered Меня the не door. учили. Ах. Stanley? Hello? Is everything okay? Все, Стэнли сломался. Стэнли больше не руководит. Стэнли больше здесь ничем не руководит. Стэнли уже закончился. И это был The Stanley Parable Ultra Deluxe. Теперь точно конец. И вот они даже побежали субтитры. Прекрасные, великолепные, замечательные субтитры. Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Я чувствую панику в твоем голосе. Do something? Anything? Ну же. More important than you can ever know. Все, Стэнли больше The story needs it. никуда не пойдет. So, А это прекрасная возможность, чтобы закончить и нам. you listening to this? Это был The Stanley Parable Ultra Deluxe в моем исполнении. Надеюсь, вам всем очень понравилось. До встречи в новых играх. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Сейчас все печально, без музыки. Но если я включу музыку, будет еще печальнее.